Всем привет! Вы на канале Дело мастера боится. Сегодня мы будем пересаживать взрослую розу, которая в этом году уже успела в начале марта пустить листики. Уже немножечко поздно, но еще успеем. Это роза сорта Джумилия. Здесь она растет уже 8 лет. И я хочу пересадить ее в новое место, а сюда посадить другой сорт. Роза посажена в такой вазон, сделанный из покрышки. Уже хорошо разрослась. Можно приступать. Нам понадобятся такие плотные перчатки, потому что здесь колючие стволы, секатор. И сейчас укоротим все веточки примерно на 5 почек. Теперь необходимо подрезать засохшие веточки, потому что они пользы не дадут. Обрезаем можно ниже. И, используя штыковую лопату, аккуратно выкапываем розу из земли. Вот саженец выкопан, желательно оставить как можно больше корешков. Обрезаем все мелкие веточки, потому что куст потерял большую часть своих мелких корешков и не потянет корневая система ту зеленую массу, которая была на нем до этого. Если же остается 3-4 маленьких паростка, то корень сможет заново нарастить без ущерба для здоровья своего новые ветки. Здесь есть корень, и к нему привита роза. В этом месте, где утолщение, идет привой. Поэтому садить необходимо ниже этого привоя примерно на 3-5 сантиметров. Потому что если этого не сделать, отсюда могут пойти дикие росточки шиповника. Теперь необходимо примерно на 2-3 сантиметра укоротить корни саженца, для того чтобы корневая система быстрее развивалась. Вот таким образом. Теперь саженец розы готов к посадке. Раньше я сажал розы в такой вазон, но сделал небольшую ошибку в том, что не вырезал нижнюю часть вазона. Здесь скапливалась вода и корни загнивали. Ее необходимо вырезать. Берем большой нож и вырезаем. Вот такой вазон готов для посадки розы. Обводим место будущей посадки цветка. И по этому диаметру выкапываем яму глубиной 30-40 сантиметров. Высыпаем сюда небольшое ведро перепревшего коровьего навоза. И хорошо перемешиваем с землей. Выкапываем теперь в центре этой ямы небольшую ямку и помещаем туда саженец розы. Ставим на свое место вазон. И засыпаем оставшейся землей до уровня 3-5 сантиметров выше уровня прививки. Теперь осталось хорошо залить куст водой.
Для лучшего укоренения я использую раствор корневина из расчета 1 мерная ложка на 10 литров воды. Насыпаем и хорошо размешиваем. И заливаем. После впитывания воды необходимо сверху замульчировать тонким слоем земли почву, для того, чтобы влага не испарялась. Вы были на канале Деломастера Боится. Смотри видео о том, как своими руками пересадить куст взрослой розы на новое место. Пишите свои замечания, комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока.